с Женей гуляем, зашли куда-то перекусить. Калории. То, над чем мы работаем. У меня такосы с рыбой, но они тоже калорийные. What's there left to say? Throw your stones the river. Like me it drifts away. I would watch you stare. Мы только что купили билеты на экскурсию на корабль Queen Mary. Корабль реально очень большой. Где-то через час начнется экскурсия, а пока мы сами по себе здесь ходим. Этот корабль Queen Mary, он по размерам больше, чем Титаник. Но мне кажется, Титаник внутри был красивее, был более такой роскошный, но это тоже вроде ничего. На этом корабле плавала принцесса Диана. Кукла достаточно страшная. The first class children's playroom. The observation bar. Заряжаем телефоны, ждем нашу экскурсию, потом зайдем в Starbucks. Starbucks есть даже на корабле. Быстренько купим кофе и пойдем, потому что здесь достаточно прохладно. We're going to be discussing more paranormal stuff than you probably ever thought you wanted to know. Just take it, yeah. Put it up. You look at the conduit over here, you can see it comes straight up until you see the rivets here. It goes that way. It should be straight up and down. Может, он повезет, ему призрака увидим. У нас был только что тур на паранормальную тематику. Нам рассказывали о том, сколько человек погибло на этом корабле в течение всех этих лет. Кто где погиб, в каких комнатах, каких призраков, где кто-то видел. Ну, не знаю, правда или нет, но что, вполне возможно. Я не отрицаю вероятность существования призрака. Рассказывали, что на одной лестнице несколько человек погибло, упали с одной и той же лестницы. Кстати, по этим лестницам спускаюсь, разговариваю с вами. Главное мне не навернуться. Не, на самом деле, если по кораблю вот так одной бродить, да еще вечером, наверное, это жутко очень. А так со всеми еще нормально. Но единственное, еще меня смущает замкнутое пространство. Здесь все такое маленькое, в смысле потолки низкие. Не очень я так люблю. Где мы находимся, Жень? Что это такое? Где двигатель? Такой запах тут специфический, как в подвале. Может, я на камеру призрака засниму. Потом буду пересматривать и увижу эти светящиеся круги. Нам рассказывали про призрак маленькой девочки, которую часто видят, она играет там где-то. Смотри, вот это я кручу, аж там мне кажется. И компас такой большой, смотри. Смотри, какой наши электрические все приборы были, какие они большие. Что там, что прикольно? Это винт, вот этот его? Да. Как это называется? Винт? Это мы сейчас не в корабле, это все, да? Да? Например, дверь с корабля. А, я поняла. Жутко здесь. Это вот написано, вот это. Где вот этот третий класс? Ну да, попроще.
сижу в модельном агентстве. Я даже не знаю, для чего кастинг. Скорее всего, каталог нижнего белья либо купальников, потому что сказали одеть под одежду купальник. Девочек было так много, куда-то они все подевались. Я третья в очереди. Baby, if you wanna leave, come to California, be a freak like me too. Screw your anonymity, loving me is all. Все, съемка закончилась, все прошло круто. Съемка у меня проходила на Манхэттен-Бич. Это достаточно далеко от Голливуда, мне еще час туда ехать. Сделала я свой первый кастинг, сейчас жду машину, еду на второй. Первый кастинг у меня был для каталога одежды, второй кастинг у меня будет для косметического средства, третий у меня будет для спортивной одежды. Забавно, за мной приехал Uber, Chrysler. Иногда Uber приезжают вообще Tesla, Chrysler, еще чего-то. Такие дорогие какие-то интересные машины. Я пошла. Hi. Мне кажется, что в Америке относятся гораздо проще к машинам, не так, как у нас. Купила крутую машину, все, просто плинту с ней ходишь, вставаешь. Вещь – это вещь. И тем более средства передвижения. Я считаю, что не нужно делать из этого какую-то роскошь. Относиться к этому как реально к живому существу, я считаю, что как-то это глупо. Don't you care about me at all? Is this love in the gutter? Or will we pick ourselves up tonight? And I thought that we could fly so high. And Меня сейчас Женя везет на съемку от модельного агентства для очень хорошего фотографа. У нас сегодня будет 3 девочки-модели. И снимать мы будем на Малибу. Кстати, сегодня у меня это вторая съемка. Женя меня забрал с первой съемки и везет к океану. don't need someone bad like you, sticking to my heart like a tattoo. Don't need someone bad like you, sticking to my heart like a tattoo. Нас всего здесь 5 человек, фотограф, ассистент его и нас 3 девочки-модели. В основном нас снимают групповые снимки и как-то все в работе. В общем, вещи оставляем, нет возможности просто, чтобы кто-то поснимал со стороны. Очень жалко, но съемка проходит хорошо. Мне очень нравится, фотограф очень классный. Мне еще по воде там пришлось бегать океаническая, она просто ледяная, но ничего страшного. Вторая девочка-модель разговаривает по телефону. Она закрыла машину и оставила в ней свои ключи. Неприятная очень ситуация, и она, наверное, будет сейчас вызывать какую-то службу, в общем, чтобы машину открывали. Hi, I'm Fallon. I'm from Phoenix, Arizona in the United States. Modeling on a beach, and it's really cold. Нам ланч принесли. Все прекрасно. Я вообще балдею, потому что солнце, тепло, и мне не холодно. Я не помню уже, когда последний раз я не мерзла на съемке возле океана. Вообще красота. У нас лето настало. Ну что вы хотели? Февраль месяц в Лос-Анджелесе. Всем привет, у нас 7 утра, Женя меня везет в аэропорт, я лечу на съемку, буду тоже сниматься для каталога одежды одного, только это находится в городке Милуоки, штат Висконсин, это Северная Америка, и там будет холодно. Я одела все самое теплое, что у меня было, надеюсь, я не замерзну. Я тебя воспринимаю как ребенка. Ты меня воспринимаешь как ребенка? Ну, учитывая, что ты забываешь iPad в Старбаксе. Папочка. Я уже зачекинилась в аэропорту, стою в очереди на кофе. Я жутко не выспалась. Погода сегодня на самом деле нелетная, такая туман, дождь. Посадка на самолет у меня будет через 20 минут. Но лететь на самом деле далеко, где-то 4 или 5 часов, по-моему.
То есть я лечу через всю Америку, и погода там, друзья, это вообще, это не Лос-Анджелес вам. Всего лишь 4 часа. На самом деле это даже быстрее, чем я предполагала. Я думала, они будут немножко дольше, и мы прилетели на 20 минут даже раньше, что очень приятно. Хорошо, что от аэропорта до отеля достаточно близко. Я остановилась в отеле Radisson, то есть это компания, для которой я работаю, естественно, это все оплачивается, все перелеты, проживание. Ну, номер такой себе, простенько, но аккуратненько. Я была в разных Radisson'ах, в разных странах, и этот, я вам скажу, такой старенький. Пойду искать какой-то ресторанчик, кафе, где-то перекусить нужно, потому что в самолете нормальной еды не было. Думала, я приеду, приму душ, потом пойду кушать. Но поняла, что я такая голодная, и я решила, что все-таки поем, потом уже буду делать все остальное. Зашла в ресторан, который находится при отеле. Он достаточно странный, в плане чего странный. Он просто такой тематический, такой здесь интерьер, как на острове я вижу. Доска для серфинга висит, пальмы. Очень интересный выбор интерьера, как для ресторана в таком отеле. Мне суп принесли. Я думала прогуляться по городу, но учитывая то, что я устала сильно, и глядя на то, какая там серость и холод, как-то мне не очень хочется гулять. 8 часов вечера, я, наверное, уже думаю, что буду спать ложиться, потому что у меня завтра будет непростой день, то есть съемка у меня начинается в 8 утра, в 7:30 я должна выехать отсюда. Съемка будет весь день, и после этого я сразу еду в аэропорт и лечу в Лос-Анджелес. Я прилечу поздно ночью, Женя меня встретит. Мы, кстати, уже давненько с ним не расставались, наверное, даже на день. Для компании, которая называется Kohl's. Это очень большая компания. Ну, они снимают для разных брендов одежды. Здесь очень много студий, много моделей. Они привозят модели с разных штатов, даже разных стран. Здесь и мужская, женская одежда, и одежда для детей. Очень легко работается, то есть я вообще не напрягаюсь особо, потому что я хоть и пришла на 8 утра, очень долго делали макияж, прическу, то есть я просто сидела там, чай, кофе пила. Я чередуюсь с другой девочкой-моделью, поэтому тоже получается не напряжно. И сейчас уже ланч, час, снова перерыв. Вообще очень легко работать. Жду такси и буду ехать в аэропорт. Если посчитать, сколько я работала, не более 2 часов. Но главное, что на мою оплату это никак не повлияет. Реально, я не ожидала, что настолько будет все легко. Дорога, это, пожалуй, была самая тяжелая в этой поездке.